Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас продолжение уже сериала. У нас с вами уже выходит сериал про эти ручки. Мы с вами отращиваем на них ноготочек с анихолизисом, поэтому сегодня мы конкретно на него сделаем упор. Итак, у нас клиентка, которая моя любимая, которую я знаю, которой неудобно ко мне ездить. Она приехала первые 2 раза, мы с ней полечили ноготочек, он у нас стал прирастать, но опять же она от меня ушла, потому что у нее просто не было времени ко мне доехать. Вернулась она где-то месяца через 4 с тем, что никакой динамики у нее не произошло. То есть мастер, который с ней работал, ничего не поддерживала, делала просто тупо коррекции, поэтому вся работа, которую я проделала, была, грубо говоря, на смарку. В предыдущем этапе мы с ней опять все вычистили, опять переложили материалом, но, как я и вам и говорила в прошлый раз, я перестаралась с длиной. Не надо на анихолизис накладывать большую длину, оно того не стоит, это моя ошибка, знаю. Потому что ногтевое ложе у нас маленькое, и даже те клеточки, которые пытаются у нас прирасти, из-за нагрузки могут не иметь такую способность. Поэтому по итогу ноготь у нас опять же начал прирастать, но не прирос так сильно, насколько я планировала. Я планировала, что весь ноготочек, который у нас отрастет из-под кутикулы, будет приросший к ногтевому ложу. Но нет, из-за того, что пошла нагрузочка, этого не произошло. Немного ногтя у нас таки приросло, значит, мы все правильно сделали, но не так много, как мне хотелось бы. Поэтому опять же зачищаем полностью весь наш кармашек. Зачищаем, вычищаем оттуда все излишки, вычищаем оттуда все какие-то забившиеся чешуйки. Стараемся сделать это аккуратненько, чтобы клиент не испытывал никаких лишних движений, то есть чтобы он не испытывал никакой боли, никаких болезненных ощущений. Нам нужно сделать таким образом, чтобы у нас не было висячего в воздухе ногтя. Вычищаем так, чтобы ноготочек у нас был сравненный вместе с ногтевым ложем, то есть на одном уровне находился, чтобы не было, что ноготь у нас где-то отдельно в вышине, а ногтевое ложе где-то под ним глубоко через воздух. Основная наша задача не повредить здоровые ткани, то есть те ткани, которые у нас приросли, как вы видите, в боковых сторонах у нас приросло довольно-таки хорошо, именно со стороны боковых валиков и вростов. Вот там нам нужно те клеточки, которые приросли, оставить в покое, и пускай они будут, не нужно выпиливать то, что уже приросло на место. И в этот раз мы с клиенткой договорились. В принципе, логично, материал усложняет прирастание ногтя. Почему? Потому что все равно там остается какая-то полость, куда что-то может попадать. Да, это логично. Логично то, что материал сам по себе создает нагрузку на тот ноготочек, который пытается прирасти. Это тоже логично. Но клиентка не хочет категорически ходить вот с таким открытым ногтем. Противопоказаний в качестве грибковых поражений у нее к наращиванию нет. Протезирование ей в принципе вполне показано, вполне возможно. Но протез мешает активному прирастанию. Поэтому в следующий раз мы договорились, если у нас опять же будет не так хорошо прирастать ноготок, как я на это рассчитываю, мы снимем ноготь, уберем материал и походим так, посмотрим, как будет у нас динамика, в каком случае динамика будет лучше. Мы же тем временем всеми возможными нашими насадочками стараемся выпилить ноготочек таким образом, чтобы он у нас был вместе с ногтевым ложем на одном уровне. Вот это самое важное. Я не знаю, сколько раз я сегодня об этом уже сказала. И в то же время с поверхности самого ногтевого ложа нам нужно убрать какие-то загрязнения, какие-то чешуйки тканей, которые у нас там образовались, но в то же время не спилить ногтевое ложе в мясо, в кровь, нам нужно просто снять поверхностные загрязнения.
Итак, вот он наш полностью подготовленный ноготочек. Пробегаемся по нему праймером, проходим базовым гелем и наносим латочку. Латочку сегодня будем делать не длинную, ровно по подушечку пальца, ровно по форме ногтевого ложа, для того, чтобы ничего у нас не выступало за пределы пальца, чтобы никакой лишней нагрузочки на наш вот этот вот еле-еле прирастающий ноготочек не было. Опиливаем форму ноготка, и в принципе у нас все готово. В данном случае никакого дизайна мы делать не будем, мы просто покроем ноготки цветом и отпустим клиента на ближайшие 3 недели. Пока еще эти 3 недели не прошли, клиента я еще не видела, поэтому не могу сказать, как прошла наша манипуляция, но скоро увижу и в инстаграме, в сторис обязательно отчитаюсь. Те девочки, которые подписаны на меня в инстаграме, знают, что в сторис я публикую каждый день своей работы, поэтому можете следить за этим моментом, подписаться на меня в инстаграме, ссылочку оставлю в описании. Итак, вот такая вот у нас ручка, ноготок, который не привлекает к себе внимания, за счет которого не стыдно показать руку. В общем, клиент ходит довольный. Мы же с вами продолжаем наблюдать за развитием событий. И, как я и говорила, анихолизис — это не то, что корректируется за 2-3 коррекции. Это довольно-таки длительная работа, но тем не менее, я думаю, мы ее все-таки победим. У меня же сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы будете ждать следующий выпуск. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.